Когда император драконов Джукунь намеревался убить Сяо Яня, неожиданно явилась Цзиянь со своим племенем. Это произошло возле входа в гробницу Тоше. Джукунь ощутил ее родство и понял, что это его дочь. Так произошло воссоединение отца с дочерью. Цзиянь в конце попросила Джукуня разобраться с Хунтянди. Что же произойдет далее? Император Джукунь на пике 9-й звезды Святого обладал поистине колоссальной силой. Сможет ли он победить Хунтянди, также эксперта пика Святого Доушен? Император Джукунь высвободил страшную ауру. Армия Альянса оказалась поражена, когда вновь ощутила чудовищную ауру Императора Драконов. С другой стороны, лица экспертов клана Хунь помрачнели. Но сначала к нему подошли эксперты его племени драконов. Старейшины, наконец, пришли в себя. «Ваше Высочество, первый император драконов, это действительно вы?» Старейшина Джухо вспомнил лицо человека в далеком прошлом. Он даже слезы не смог сдержать. «Эх, я уж было подумал, что ты полностью забыл о прошлом императоре», — улыбнулся Джукунь. Остальные старейшины племени драконов пустоты переглядывались между собой. Они испытывали восторг. Никто из них не ожидал, что их пропавший император до сих пор жив. А раз так, то сила их племени невероятно возрастет. Перед подобным итогом Сяо Янь лишь покачал головой. Внутри себя он радовался. Он не ожидал, что столь ужасающий эксперт связан с Цзиянь. И раз так, то ему удастся преодолеть сегодняшнюю напряженную трагедию. «Значит, ты прошлый император драконов племени древних драконов пустоты», — вздохнул Гуюань. Он сложил ладони еще раз перед Джукунем. «Хоть я и старше тебя, самое важное составляет сила. Можешь называть меня Джукунь». Прошлый император драконов не любил формальности. Гуюань понимал, что знакомство с экспертом подобной силы приносит множество преимуществ. А что насчет Сяо Яня? Джукунь больше не пытался его убить. Старейшины и Цзиянь все ему рассказали, что Сяо Янь – великий друг племени драконов. Он несколько раз спасал племя в критический момент. Кроме того, именно благодаря ему Цзиянь смогла благополучно вернуться в племя. Как бывший император драконов пустоты, Джукунь сразу же спросил, каково нынешнее состояние племени. В его эру племя древних драконов пустоты обладало несравненным могуществом. В то время ни одна фракция не смела оскорблять их. Старейшина Джухо кратко описал ему события, что произошли после его исчезновения. Ярость вспыхнула в глазах Джукуня, когда он услышал, что племя разделилось на 4 острова. Судя по всему, он не ожидал, что те люди, которые обычно вели себя крайне уважительно перед ним, настолько расхрабреют после его исчезновения. На лбу Джукуня выступил холодный пот после рассказа Джухо, но в то же время он с улыбкой посмотрел на Сяо Яня. Теперь его отношение к нему стало очень теплым и совершенно отличалось от того свирепого настроя, когда он хотел его убить. Подытожив сказанное, Джукунь мог сказать, что у Цзиянь весьма хорошие отношения с этим Сяо Янем. А учитывая, что она была готова рискнуть своей жизнью ради его защиты, выйти сухим из воды ему явно не удалось бы, случись чего с ним. Да уж, с Цзиянь шутки плохи. Сяо Янь сложил руки перед Джукунем. «Звать меня старейшины могут только посторонние. Ты хороший друг Цзиянь. Если тебя не напрягает, зови меня дядей», — ответил Джукунь. Вот уж неплохо. Сяо Янь получил такого мощного союзника, как император Джукунь. Сяо Янь даже потерял дар речи. Он не знал, плакать или смеяться, но сложил ладони. «Дядя Джукунь». Джукунь улыбнулся и кивнул, краем глаза он посмотрел на дочку. Про себя он обрадовался, отметив, что ее выражение немного потеплело. Во всем разобравшись, Джукунь теперь мог вернуться к вопросу Хунтянди. «Раз я обещал дочери, то, разумеется, заберу его жизнь», — ухмыльнулся Джукунь, когда посмотрел на Хунтянди. Гуюань теперь наслаждался мрачным выражением Хунтянди, он даже хотел громко рассмеяться. Мог ли Хунтянди ожидать, что в итоге загадочный дракон повернется против него в мгновение ока? Основываясь на ощущениях, Гуюань уже понял, что Джукунь точно не слабее его. Он обладал могуществом святого 9 звезд высшего уровня. Учитывая их объединенную силу, даже Хунтянди пострадает, если начнется битва.
Джукунь взлетел и сжал кулак. Фиолетово-золотой блеск вспыхнул на поверхности его тела, когда он уставился на Хунтянди. Тот, в свою очередь, не стал медлить. Древний нефрит в его руке засверкал ослепительным столбом света. Он упал с неба и выстрелил прямо в древние врата. Он собрал полную силу древнего нефрита. Створки древних врат задрожали и медленно начали открываться. В этот миг древнее колебание, которое словно бы происходило из изначальных времен, вырвалось со стороны врат. Обе армии будто бы пострадали от тяжелого удара, когда волна настигла их. В воздухе начался хаос. Некоторые противники даже отступили на 100 метров назад. «Осторожно!» – прокричал Сяо Янь. «Древний особняк бога вот-вот откроется!» Джукунь испытывал замешательство. Он ранее пробовал различными способами открыть врата, пока был заключен внутри пространства, однако они не сработали. По сути, 1000 лет назад он точно так же хотел попасть в гробницу Тоше. И, наконец, картина, которую в свое время он ожидал увидеть, случилась. Как видим, битвы Джукуня с Хунтянди так и не случилось, поскольку гробница Тоше открылась. «Гуюань, ты знаешь, что находится внутри древнего особняка бога?» — спросил Джукунь. «Я не очень уверен. Все, что я знаю, что вещь внутри позволит практику прорваться в класс бога Доуди», — немного поколебавшись, ответил Гуюань. Император Джукунь рассказал. «Она и вправду может помочь с прорывом. Зародышевая пилюля бога находится внутри. Именно в ней заключается цель клана Хунь. Если он сможет заполучить ее, то вполне вероятно сумеет прорваться к уровню бога». Выражение Гуюань слегка изменилось. Зародышевая или эмбриональная пилюля божественного ранга. Если все действительно так, она и вправду обладает невероятными свойствами. «Мы не должны позволить Хунтянди заполучить ее, иначе, как только он прорвется, клан Хунь точно не отпустит нас», — низким голосом произнес Гуюань. Джукунь кивнул. Он понимал, насколько страшен Доуди-бог. Лишь пространство, оставленное древним богом Тоше, сумело запечатать его на 1000 лет. Лишь данного факта ему хватило для того, чтобы понять, что святой Доушен в глазах бога Доуди как незначительный муравей. В итоге Джукунь и Гуюань объединились, чтобы как только они попадут внутрь, заполучить зародышевую пилюлю бога до того, как это сделает Хунтянди. Они пришли к быстрому единомыслию. Благодаря помощи Джукуня Гуюаню больше не стоило беспокоиться по поводу Хунтянди. Сяо Янь улыбался, наблюдая за гордым видом Гуюаня и Джукуня. При помощи такого могучего эксперта последующие события наверняка должны были пройти гладко. Сяо Янь спокойно вздохнул, он повернул голову и посмотрел на Цзиянь. Она изумленно смотрела на спину Джукуня. Судя по всему, она до сих пор не могла принять реальность. «Сяо Янь, думаешь, я должна признать его своим отцом?» Вдруг спросила Цзиянь. «Если бы не моя удача, я давно бы стала едой для волшебных зверей. Ты должна сделать так, как велит твое сердце. Не существует родителей, которые не любят своих детей. Я был в том месте, где его заключили. Там властвовала тьма и одиночество, и ему наверняка нелегко пришлось все то время», — ответил Сяо Янь после некоторых размышлений. Он понимал, что Цзиянь испытывала сложные чувства по отношению к новоявленному отцу. Она не знала, как ей следует поступить. Цзиянь кивнула. Подобные вещи она могла решить исключительно сама. Пока Сяо Янь общался с Цзиянь, врата гробницы наконец-то распахнулись окончательно. Море магмы разлетелось брызгами во все стороны, земля задрожала. Под вратами образовалась глубоченная бездна. Очищающее пламя лотоса покрыло Сяо Яня. Он старался изо всех сил выдержать давление изначальных времен. Вокруг оставались исключительно сильнейшие эксперты уровня святого. Других людей уже давно вынудило сбежать как можно дальше. Гуюань и Джукунь ринулись вперед одновременно, когда перед их глазами появился пространственный туннель. Хунтянди и пламя пожирания пустоты также обратились двумя лучами света, что устремились к туннелю. Сяо Янь также не отставал, он ринулся к туннелю на максимальной скорости, выдерживая мощное давление. Впереди его ждала неизвестность.
Итак, на этом глава сюжета про императора Джукуня закончена. Мы подробно рассмотрели встречу Сяо Яня с императором драконов и воссоединение Джукуня со своей дочерью Цзиянь. Это были очень интересные события, всего же вышло 5 роликов на канале на эту тему. Далее идет арка гробницы Тоше. Что там находится и кто заполучит зародышевую пилюлю бога? Рассмотрим это в следующих видео. С вас лайк, комментарий и подписка – это лучшая поддержка. Спасибо большое за просмотр и всем пока!